Приветствую вас на своем канале. Я Светлана, и вы попали в мой августовский летний сад с гортензиями. Как обычно, мы пройдем по дорожке к дому, но немножко необычно будет. Мы повернем совсем не в ту сторону. Сегодня интересная тема для тех, кто только начинает заниматься гортензиями. Я расскажу про отличия сорта гортензии «Полярный медведь». С нее советую начать всем новичкам, кто мечтает эти огромные цветущие кустарники посадить в своем саду. Существует 5 признаков, на которые надо обратить внимание, и вы узнаете ее сразу. Полярный медведь. Рада приветствовать вас в своем саду. Подписчики и новые зрители, нас уже больше 7000, и я вам благодарна. Особенно, когда вы ставите лайки и оставляете свои комментарии. Я Светлана, и вы в моем саду под Киевом. У нас сегодня невероятный ветер и жара 38 градусов, поэтому съемки будем вести в вечернее время при таком закатном солнышке. Сегодня расскажу, как можно отличить гортензию «Полярный медведь» от остальных красавиц. Покажу на примере небольшого кустика в другом месте. Сейчас мы перейдем. А пока немножко расскажу, почему именно с этой гортензией я решила рассказывать о своих сортах. Когда у нас еще не было ни дома, ни сада, ничего, я эти цветущие кустарники увидела в интернете. На Пинтересте смотрела красивые сады, как, что, где устроить. И решила в моем саду, ой, гортензии такие будут обязательно. Ветер сильный, не знаю, слышно нас хорошо? Проверим сейчас. Так вот, мой сад начался именно с гортензий «Полярный медведь» и Fire Magic «Магический огонь». Я про нее тоже расскажу. Это гортензия с большими соцветиями и фертильными цветами. Но сегодня про полярного медведя расскажу. Есть признаки особые у этого сорта, и вы сможете, уже глядя на гортензии в питомнике или на рынке, или где-то у заводчиков, разводчиков гортензий, чтобы пересорт вам не попался. Мне, к сожалению, у меня 5 кустов пересорта есть в саду. Ну, я пытаюсь сорт их определить, ну, посмотрим, как получится. Так вот, существуют некоторые признаки, которые явно указывают на этот сорт. Поэтому будет вам легко определиться. Ну что, идемте в другую зону сада, я вам покажу. Ну, вот мы пришли к другой моей аллейке, где эти гортензии. Вот гортензия «Полярный медведь». Явный представитель, куст молодой, ему всего 2-й год. В прошлом году было 2 таких небольших соцветия. Почему они такие большие, не спрашивайте меня. Ой, я вам уже рассказывала, почему. Так, значит, несколько признаков, по которым мы определяем. Первый признак, самый явный. Если вы будете смотреть кустик в питомнике, обращайте внимание на ствол. Во-первых, он такого коричневого цвета. Я сниму ближе видео, буду показывать вам в процессе монтажа. Очень крепкие у него побеги. Вы видите, они у меня стоят только на 2 композитных арматурах, вот этот куст. И он выдерживает ураганные ветра, и у нас и ливни, и все было.
очень крепкие, несмотря на свои соцветия. Первый признак, значит, коричнево-зеленые побеги. Второй признак. Листики удлиненные, ярко-салатовые. Без всяких крапинок красных, без всяких ободочков, без ничего. Ярко-салатовый, удлиненной формы лист. Третье. Когда соцветия только начинают цвести, вот первый, он фисташкового цвета. Не как у лаймового, более насыщенно лаймового, а фисташкового. Вот видно, вот тут на краю соцветия видны, видите? А потом по мере созревания и на увеличение формы самого соцветия внизу начинает белеть. И кверху постепенно, во-первых, оно поднимается, вот уже тут видно, и начинает белеть. Расцветает она одной из средних, не первая. Вот, допустим, вот видно уже ванила фрайс маленькая, она даже розоветь уже начала. То есть она вначале белая была, потом начала розоветь, а полярный медведь только-только набирает свои бутоны. Третье. Четвертое и самый явный признак, который вы должны прям на зубок знать, даже если все остальное забудете. В питомнике, проходя, рассматривая гортензии, обратите внимание на цветок. У него по краям лепесточков, у него 4 лепесточка, зубчики. Сейчас я вам покажу близко, и вы увидите эти резные зубчики. Все, зубчики увидели, значит, это полярный медведь. Что еще хотела сказать? Еще хотела сказать, что это самая нетребовательная, самая, так сказать, живучая, неприхотливая гортензия в моем саду. Чтобы ей навредить, надо прям сильно постараться. Ну, как я тут с розами ухаживала за розами и просто наступила, поломала на ветку. На одну, на другую, ну, новые черенки. Кстати, черенки из полярного медведя, я вам рассказывала зимой, самые живучие, так скажем. Я начеренковала, и основная масса, наверное, 90% принялась. Это полярный медведь. Очень высокорослая гортензия, больше 2 метров. Ну, посмотрим как. Я ее формирую в основном кустовой формой. Ну, посмотрим, может, некоторые на следующий год в штамбах будут. Пока штамбов гортензии именно полярного медведя нету. Есть все остальные. Полярного медведя нету. Грунт у меня суглинок. Почву под ними я подкисляю сосновым опадом. Все обрабатываю от клещей. Перед цветением прошла плантофолом 10-54-10, чтобы бутоны были большие и красивые. Ну, по уходу, в принципе, все. Гортензия очень мне нравится, и она может посоперничать даже с фантомом по размеру соцветий. И будут они белые-белые, а потом к концу уже цветения, где-то в середине сентября, слегка начинают розоветь. По цвету белому это одна из самых белых гортензий. Единственная, наверное, Silver Dollar гортензия, но она поменьше по размеру, у нее белее соцветия. Ну, про нее в следующем видео. А пока сейчас мы порассматриваем ближе и листики, и цветочки. Еще такой нюанс, если хотите прям сильно огромные соцветия, оставляйте до 10 веточек весной при обрезке. Оставляйте, чтобы у вас было до 10. 8, 5, 4, тогда будут еще больше. Ну, передо мной такая задача не стояла. Мне нравятся кусты большие, пышные.
Не чтоб 3 соцветия колыхалось туда-сюда или 4, а чтобы куст красивый был. Это моя новая зона, которую я тут делаю. Гортензия ванила прайс и полярный медведь, посаженный через одну. На переднем плане розы. Ну, мы эту клумбу потом еще порассматриваем. Вот и все, что я хотела сегодня вам рассказать и показать. Спрашивайте, я буду отвечать. До встречи в следующем видео.